Представители знака зодиака Стрелец. Стрельцы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, неделя с 14 по 20 августа. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Будем, конечно, реалистами. Любой прогноз лишь карты, но карты с метафорическими образами, если мы подключим нашу интуицию. И все равно каждый из нас обдумывает свой вопрос. Я думаю, какие-то подсказки мы узнаем. Или, я надеюсь, мы приятно проведем с вами время. Ну, давайте узнаем первый вопрос и первая карта. Что важно знать на эту неделю, по мнению карт? Чему придется, может быть, уделять внимание? Как видят карты, что важно знать? Чего не избежать или возможные неожиданности? Чему сейчас не время, узнаем, или что нам может помешать? А что нам будет помогать? Что за нас, что в нашу пользу? Что от нас скрыто? Давайте узнаем. И энергии посмотрим по основным сферам жизни: дела, работа, бизнес, финансы, личная жизнь. Что важно знать? Вот так, победа, победитель. Значит, как минимум одно дело, мои дорогие стрельцы, вы точно сумеете завершить. Главное, мы остаемся довольными. Но на этом дело как будто не кончается. По этой карте есть такой смысл. Победа есть, но 50%. Другие 50% нам придется что-то удерживать. Удерживать, может быть, позиции ваши на службе, на работе. Но чего-то вы уже добились. Мы не можем оставить это без внимания. Типа, у меня уже все пойдет каким-то своим чередом. Нет, как только мы расслабимся, все может пойти в кривь и в кость. Вот этот смысл карта подразумевает. Поэтому, чем бы мы тут ни занимались, может быть, это не буквально какая-то ситуация ваша рабочая. Это ведь может быть, как, допустим, вы распланировали что-то и готовите документы к чему-то, да, и вам что-то пообещали, как будто уже победа есть, но значит, все равно все контролировать, может быть, стоит. Или по этой карте может быть любая победа, к примеру, финансы. Вы хотели получить кредит в банке, ну, значит, вы тоже его получите. Но нам говорят, не расслабляйся, и значит, мы должны изучить какой-то документ в деталях, может быть, что-то просчитать. У кого-то может быть ситуация в личной жизни, самая разная. Вот есть победа, которой вы довольны, но вы продолжаете все контролировать. Чего не избежать? Вы знаете, иногда по этой карте могут проходить люди, представители законной власти. И правда, мы можем обращаться в инстанции какие-то, высокие даже, или конкретно столкнуться с человеком, который тоже словно при форме. Иногда эта карта означает и узких специалистов, к примеру, могут быть врачи или просто медицина. Мы пошли, допустим, пройти обследование, или к стоматологу мы пошли, или мы пошли учиться. Если вы сами преподаватель, то эта карта как раз картой победа ожидает, ну, где-то взлет по карьерной лестнице, по крайней мере, то, что вы можете у себя на службе, на работе решить какой-то вопрос и изменить как будто статус. Есть к этому предпосылки. И это тоже тогда следует использовать. Для вас эти две карты могут означать, ну, какую-то перспективную должность, другую, нежели вы сейчас в преподавательском составе занимаете. Но иногда это проигрывается карта конкретно как человек, который, я уже сказала, представитель власти, но имеется в виду кто угодно, в любом как бы ранге это может быть. И тут наша, наверное, задача быть достаточно хладнокровными, если мы сталкиваемся с каким-то словно противодействием, может быть, или нам пытаются говорить, что, к примеру, да, по закону нужно оформить документ вот именно определенным образом, или какой-то из документов тоже должен быть оформлен определенным образом. Ну, мы не вступаем в полемику, понимаете? Здесь мы словно, ну, не идем против ветра. Мы сами должны где-то уважать закон или действовать по правилам, где-то по ступеням иерархии тоже не перепрыгивать. Тогда это для нас, у нас победа все-таки, нам уже карта обещает. Но нам тогда такие энергии помогают.
Вообще это еще прообраз Юдифи, и поэтому для кого-то эта карта будет означать, когда вы делаете важный выбор, когда мы словно от чего-то отказываемся. По этой карте мы словно убираем помехи. Может быть, и есть элемент того, что нам жалко с чем-то расставаться. Или с кем-то, так тоже может быть. Может, обстоятельства в вашей жизни так сложились, что окружение ваше меняется. Но на что-то мы совершенно не можем повлиять в том плане, как кардинально изменить. Должны принять какую-то данность, должны принять букву закона или должны принять какие-то обстоятельства. Поэтому логика, рационализм, мы этого не избежим. И нам это в целом помогает. Никаких эмоций, и это тоже помогает. Чему сейчас не время? Ну, где-то по карте влюбленной я бы не сказала, что чему-то сейчас не будет время. С другой стороны, ведь это карта выбора, помимо того, что влюбленный это и про любовь может говорить, про личную жизнь. А может это и, знаете, тот самый выбор, вот с одной стороны, по карте королева мечей. Мы действительно можем стоять перед какой-то, как дилеммой, и нужно решить вопрос. Но я бы тогда сказала, что ваше дело, для кого-то все три карты будут означать, что победа вам обеспечена. Но, может быть, не так быстро, как вы думали. Может быть, вам придется пройти несколько инстанций, а не одну. Вам придется договариваться с разными людьми, а не с одним, например. И, возможно, тот выбор или вот эта развилка судьбы. Вы хотели что-то осуществить определенным путем, а вам придется внести коррективы. Поэтому где-то карта может говорить не время принимать, знаете, такие однозначные решения. Подождите. И, ну, где-то плыть по течению, правда, нам придется, и мы большего добьемся. Скорее всего, тогда придет к нам какая-то победа, более уверенная. Мы чего-то не проморгаем, чего-то не пропустим, и это тоже будет важно. Давайте, что же нам помогает в целом? Какой-то прежний опыт отрицательный нам помогает не наступить буквально еще раз на какие-то грабли. По тройке мечей это всегда какая-то была ситуация, ну, мягко говоря, разочаровывающая. Здесь все что угодно может быть. Мы можем столкнуться, кстати, с человеком, который буквально нас предал или поступил с нами очень некрасиво. И впоследствии мы эту ситуацию, которая складывалась, нам, ну, довелось пережить, а потом какое-то время еще и словно, ну, адаптироваться к новым реалиям. Вот такое тоже может быть. Но так или иначе, значит, по этой карте прежний опыт нас закалил. И мы теперь можем просчитать и в чем-то не ошибиться. Мы теперь смотрим без иллюзий на людей, на какую-то ситуацию, на обстановку вокруг. И тогда мы будем осторожными. Это вот все то, что я сказала. Нам действительно помогает какой-то минус, какие-то пережитые отрицательные эмоции, которые были в прошлом. Что от меня скрыто? И тем не менее скрыты какие-то возможности. Вот, наверное, смотрите, иногда на самом деле бывает, что ночь наиболее темна перед самым рассветом. Не случайно вам карта победителя. Мои дорогие стрельцы, тут какая-то ситуация нам словно развивается сама по себе. Или у вас есть возможность для себя решить, ну, что-то кардинально очень хорошо. Но использовать при этом, возможно, другие методы, с другими людьми договариваться. Могут открыться и еще для вас какие-то перспективы. Или перспективы конкретный вопрос решить. Или вы пошли решать что-то одно, к примеру, а попутно для вас появилась какая-то возможность сделать что-то другое. И тогда надо быть внимательному, как будто надо согласиться и чего-то не упустить. И этого мы как будто действительно можем не видеть. Мы можем расслабиться или из-за усталости подумать, что, ну нет, подумаю завтра, например. Или мне как-то вот не хотелось в таком ключе, допустим, соглашаться на что-то, потому что я представляла или представляла, что, ну, в каком-то другом качестве, в ключе должно либо дело решаться, либо предложение поступить, либо обстоятельства как-то по-другому должны складываться. А тут нам говорят, все же какую-то данность-то нам приходится принимать, какие-то реалии есть. Более хладнокровным быть
скорее всего, для того, чтобы для себя что-то не упустить. И для вас тогда будет полная победа. Будьте внимательны, сказала бы так. Дела, работа, бизнес. У вас сейчас все под контролем. И поэтому дважды победа, и нам карта говорит, сохраняй все то, что ты уже имеешь, но успокаиваться на этом мы не можем. Вообще по королеве Пентаклей проходит баланс по всем сферам жизни. И значит, мы его можем достичь. И любое дело или любой вопрос мы действительно сумеем решить. Значит, либо одним способом, либо другим, но то, что вы себе наметили, вы определенно останетесь довольны, и вы прочувствовать можете себя наиболее ресурсным. Для кого-то это может означать новая работа, новое дело, то, что вы хотите или хотели, например, осуществить долгое время. Все-таки по королеве Пентаклей она очень внимательна к своим идеям тоже. Она сама создала себя, и тот райский сад, среди которого она находится. Значит, когда-то это было тоже в ее мечтах, но она смогла как будто реализоваться. Вот для вас какая-то и самореализация даже в новой теме, в новом деле, повторюсь, тоже может быть. Вообще карта одна из самых удачных карт на работу, на деньги, на спокойное где-то течение жизни, на благополучие в семье, потому что для королевы Пентаклей все важно. И у кого-то даже если, предположим, мы сказали, королева мечей может означать врачей, например, да, пошли к стоматологу решать вопросы, значит, тем не менее, если вынуждены мы чем-то заниматься, уделяя внимание собственному здоровью, имиджу, как будто тоже благополучно. Я не могу сказать, что с учетом ретроградной Венеры в этот период, знаете, будет благоприятно для себя что-то в плане оперативного лечения или вмешательств с целью улучшить красоту, будем говорить. Лучший враг хорошего, наверное. Здесь больше будет важна стабильность. Но если у нас создается необходимость уделить внимание себе, значит, скорее всего, ваш вопрос тоже решится очень положительно, хорошо. Мы прочувствуем себя наиболее ресурсными, потому что ресурсность по этой карте тоже проходит. Вообще благополучие. Финансы. И, кстати, финансы тоже. Какое-то ровное течение жизни в финансах. И у нас проходят, посмотрите, две карты. Это как пара, королева мечей, король мечей. У кого-то может проиграться дела в суде. И тогда я могу сказать, что стрельцы, вы останетесь довольны. Но в том случае, если вы будете гибки где-то. Все же у нас выпадает тройка мечей, какую-то ошибку мы не должны повторить. И от какой-то возможности не должны отказаться. Может быть, нам придется находить какой-то почетный компромисс, вполне вероятно. И по королю мечей тоже есть смысл как бы быть внимательному и рациональному, потому что есть элемент того, что, к примеру, карта может говорить, что нам одобрят кредит в банке. Рядом королева Пентаклей. Правда. И у нас победа. Вот то, что я говорила. Но прочитать мы этот документ должны полностью. И просчитать, значит, тоже. Мы пошли решать какой-то вопрос, касаемо, предположим, вашей недвижимости или еще какого-то имущества, или ваших финансов. И значит, здесь тоже где-то рационализм нам помогает. Если мы сталкиваемся буквально с представителями закона или законной власти, или с высокими чиновниками, мы хотим что-то осуществить. Первое, мы действуем как положено по регламенту, по какому-то, может быть, протоколу, не нарушаем закон, но с другой стороны у нас должны быть еще и знания. Поэтому если вы в чем-то не уверены, чтобы не повторить какой-то печальный опыт, может быть, есть смысл обратиться к юристу, адвокату или самому какую-то информацию найти. То есть, опять же, какого-то рационализма у вас на этой неделе больше, никаких эмоций. Может быть, в позиции, чему сейчас не время, нам карта иногда влюбленная, с учетом уже всех открывшихся карт, может говорить не время для эмоций в принципе на этой неделе, и значит, примите это тоже к сведению. Мы не должны, кстати, как чего-то не заметить, мы не должны где-то проблагодушествовать, а ведь дела-то идут неплохо, понимаете?
С учетом королевы Пентаклей, как раз у вас сейчас все под контролем. Для кого-то все карты могут означать, что у меня сейчас все стабильно, и значит, вам просто карты говорят «контролируй», вот как по карте победителя. И для кого-то пятерка Пентаклей будет означать отсутствие взаимопонимания, отсутствие принять какое-то согласованное, единое решение с вашим человеком, может быть, касаемое финансов, касаемое, опять же, недвижимости, имущества, еще какого-то вопроса, который так или иначе увязан с финансами, или какая-то ваша личная история, но это не значит, что мы кому-то что-то доказываем или проявляем свои эмоции. Здесь будет больше важно сохранять хладнокровие для того, чтобы решить этот какой-то вопрос, может быть, наболевший, более рационально. Нам могут определенно помешать эмоции на неделе. Хотя при том, при всем, у нас выпадает карта шестерка жезлов и королева пентаклей. У нас сейчас и стабильно, и есть какая-то победа, которая вот-вот может осуществиться. Но от нас это потребует хладнокровия, выдержки, умения не повторить какой-то печальный опыт, а перевести его как раз себе в плюс и увидеть, самое главное, какие-то для себя новые возможности. Новые возможности даже, может быть, решить патовую ситуацию, может быть, принять какое-то соломоново решение или разрубить этот Гордиев узел. Но хотя вердикты на этой неделе скорее мы не выносим, хотя у кого-то могут быть как раз завершаться словно разбирательство в суде. И здесь где-то будет у вас и победа. Но я могу предположить, с учетом четверки кубков, эта победа может быть с несколькими такими изменениями, не совсем так, как вы бы этого хотели. Но победа есть победа, и поэтому, значит, мы останемся довольны. Перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда.